начинаем. Наша сюда шлишит. Ну и первое слово вам, как всегда, поделиться Да, своими впечатлениями. добрый день. Ну, мои впечатления от главы Ваякхи всегда были очень теплые, удивительно теплые. Вот она вся пронизана этим теплом, знаете, и вот я хочу, так сказать, просто коротко рассказать, значит, как идет. Значит, сначала Господь опять повелел исполнять субботу, да, потом, значит, о приношениях народа, да, и вот там прям идет перечень, что нужно для скинии, да, вот. А дальше, сейчас объясню, вот. Дальше идет вот этот самый удивительный кусок, удивительные же пасуки. «И вышла вся община израильтян от Моисея, и приходили, всякий, кого влекло сердце, и всякий, у кого был к этому душевный порыв, приносили возношение Господу для устроения шатра откровения, и для всего служения в нем, и для священных одежд». Ну, если честно, я могу сейчас это долго читать, мне этот кусок безумно нравится, и вот это все перечисление. Дело не в перечислении, а дело в том, что это как бы вот как люди и приносили, и работали, да. Вот здесь, например, 25-й пасук. «И все женщины, обладающие умением, пряли своими руками и приносили пряжу. И все женщины, 26-й пасук, которые особо отличились в этом умении, пряли козью шерсть, а вожди приносили ляпис-лазурь, ну и так далее». И дальше, значит, идет вот, как бы сказать, назначение, что ли, Бецалеля и Ахалиава, значит, для того, чтобы делать ковчег и скинию. И вот опять вот идет все умельцы, кого, вот это уже 36 глава, второй пасук. «Затем призвал Моисей Бецалеля и Ахалиава, и всех умельцев, кого Господь наделил способностями, всех, кого подвигалось сердце, приступить к работе и выполнить ее». И дальше идет опять перечисление. И вот они дальше делают, значит, эти самые и кольца, и занавеси, и херувимов, и все, да, и засовы, и брусья. И вот, я не знаю, для меня вот весь этот большой вся эта глава, значит, знаете, она пронизана таким чем-то удивительным, таким позитивным, что ли, понимаете? И вот я хочу сказать, как раз теперь могу и сказать, что здесь, ну, в общем, все детали есть, я не буду их перечислять. Значит, кроме того, есть вот то, что это самое 30, посук 36, глава 36, посук 3, что они продолжали приносить эти самые вот вещи. Уже пришлось, так сказать, даже сказать, что остановитесь. Понимаете? Так вот, теперь скажу два слова, что это глава про единство народа. И это напоминание нам, что это для народа, не для скинии. Это вот, понимаете, вот это единодушие, единомыслие всех и вся, и умельцев, и вождей, и женщин. Это единодушие, которое, значит, вот здесь оно просто вот торжествует, понимаете, и началась в каком-то смысле новая жизнь, понимаете, если вспомнить предыдущие главы, предыдущую ситуацию, так сказать, все, возникает удивительное единодушие, я говорю, и поэтому мне всегда удивительно приятно эту вот главу читать, значит, потому что здесь вот она пронизана вот этим, пронизана вот этим самым,
воодушевлением всего народа, понимаете, вот, да. Да. Вот это, поэтому, значит, да, вот это вот то, что я хотел сказать. И у меня потом, давайте хотите, прямо сейчас скажу, это уже комментарий к комментарию. На странице 635 Плаута есть такая фраза: и все же, несмотря на собственные таланты израильтян и на их постоянные контакты с искусством других народов, в частности греков, в более позднюю эпоху изящное искусство так никогда и не стали для них областью специфического интереса. Значительным препятствием для него стал, по-видимому, запрет культового использования изображений, высказанный во второй заповеди. Ну и дальше идет это самое какие-то объяснения. Но вот я хочу здесь сказать, да, конечно же, запрет вот это изображать людей, конечно, это был серьезный запрет, но здесь я хочу вспомнить то, что вы нашли. То, что вы нашли, и где вот эти изумительные всякие росписи и так далее были, как раз, понимаете, да, конечно, это было то, что Всевышний запретил изображение делать. Почему запрет был, это тоже понятно, это не обсуждаем. Значит, но сказать, что поэтому народ, так сказать, ну, не стал этим заниматься, вот мне кажется, что это неправильно. Все-таки занимался, и вот эти блестящие, изумительные вот эти росписи, которые вы нам показали, это большое, большое дело, я считаю. А изображений, да, не было. И вот в тех синагогах, в которых я был там еще очень давно, вот в Испании, скажем, да, там в конце 80-х, там в начале 90-х, в середине 90-х, я заходил, и вот эти самые изумительные совершенно вот росписи, мозаика, росписи и так далее, ну, я не знаю, можно ли сказать, что изобразительное искусство там как бы м, никогда не стали областью специфического интереса. Вот, ну, как-то у меня, честно говоря, вот у меня язык не поворачивается, так сказать, понимаете, потому что я все это видел. Ну, а то, что изображать людей нельзя было, ну да, есть запрет, конечно. Вот на этом я, пожалуй, остановлюсь. Хотя, Спасибо. хотя много еще всего Э, можно было рассказать и о деталях, но это Конечно, в другой раз. Ага. конечно. Я начну, так сказать, с последнего. Плаут об искусстве, о запрете. Запрете изображения. Там не только человек, там указано все, что живет, там все, что существует в воде ли, в небе ли, на земле ли. Не изображайте и не поклоняйтесь этому. Ну да, конечно, там, скажем, там нельзя было изображать, условно говоря, тех же скорпионов, которым в Египте поклонялись. Конечно, да, когда я сказал человек, Да. да, ну да, конечно. Ага. Да, немножечко обобщим. Но мы с вами много лет назад а, проходили по Пушкинскому музею, и мы увидели скульптуры греческие, и мы увидели эволюцию этой скульптуры, которая в конечном итоге закончится в Риме. Эволюция, начиная от Фидия и его огромных колоссов, богов. Потом мы переходим с вами к декоративно-прикладному искусству, это украшение храмов греческих. Мы рассматривали это. Греха в этом нет, мы рассматривали, мы этому не поклоняемся. Конечно, А потом мы увидели, да, когда начинается портрет Греции, чуть позже, где-то к 300 году становится популярен портрет. Затем этот портрет потихонечку уходит в реалистическую, многофигурную, многоплановую такую композицию сюжетного характера. Там рассказывается и показывается очень много деталей. От портрета мы уходим. И потом
когда Греция, я имею в виду сама культура, когда она адаптируется в римское время, в римскую эпоху, в римскую культуру, это целая огромная эпоха, мы видим, что происходит с культурой, что самое интересное, что самое занимательное, скажем так, в римской скульптуре. Практически мы не встретим богов. Ну, понятно, что мы говорим условно. Практически мы не встретим. Но что очень популярно, вдруг они из всего искусства Греции взяли портрет. Рим очень, очень, ну, скажем так, самодовольная культура. Каждый человек, хоть немножечко достигший успеха, хочет, чтобы его увековечили. И мы имеем целую плеяду хороших, очень профессионально сделанных, но портретов. То есть уже, в общем-то, нет даже сюжета, а вот люди. И это ведь то время, когда у нас с вами происходит перелом, когда у нас с вами это римского завоевания идет разрушение храма. Это трагедия для еврейского народа, Перелом, это да, большая понятно. трагедия. Перелом, я просто не Перелом очень всей понял. Да, жизни, конечно. особенно еврейской, да. Мы с вами потом идем в диаспору на много лет. И это вина Рима, это такие условия нам сделали, это задавили нашу культуру и нашу религию, и поэтому мы вынуждены были бежать. И вот этот сам себя рисующий, сам себя изображающий Рим, и личность, и эти личности увековечиваются. Сейчас говорю только о скульптуре, я говорю сейчас только об искусстве. Мы потом немножечко увидим, как это потом мы увидим воочию, почему был запрет. Потому что императорам стали поклоняться. Потому что портреты людей стали, ну, скажем так, оставаться на длительное время как герои, не только императоры, но и, так сказать, и писатели, и историки. Они стали оставаться в истории. И вот появляется некая форма портрета, которой начинают в некотором смысле поклоняться, только начинают, но поклоняться. И мы это все видим. Для нас это очевидно, для евреев, потому что мы этого не делаем, у нас этого вообще нет. Хорошо ли это или плохо, я имею в виду с точки зрения развития культуры, но это хорошо с точки зрения развития религии. У нас нет портретов и поклонения портретов. Мы не можем сказать вот на этого какого-то человека. Мы знаем Раби Акиву, мы знаем Йоханана бен Заккая, но это наше знание и наше уважение к мудрости человека. И эту мудрость мы читаем. Совсем другая форма восприятия. Мы недаром говорим «Шма, Израиль», «Слушай, Израиль», нежели «Смотри» в большей степени. Поэтому мы работаем с текстами, мы работаем с мнениями, мы работаем с мудростью этого человека. Мы не работаем с его портретом. Нет ни одного портрета Раби Акивы, хотя он, может быть, и достоин был остаться в истории. Нет, у нас это запрещено. И мы видим, как они, это уже не просто истуканчики. Я имею в виду, как вот предыдущие упрощенные такие скульптурки, мы все это с вами видели. Не просто истуканчики, которые символизируют, а они сами, вот уже в портрет, уже похожий человек, и вдруг он достоин такого поклонения. Мы видим и в ужасе от этого, что он достоин поклонения. Сделали портрет поклонением. В этот момент мы очень жестко с этим боремся. Единственное, то, что мы с вами обсуждали, это можно ли ходить в римскую баню, на что наши раввины, споря между собой,
значит, все-таки вывели о том, что особенно если изображение на полу, то можно, ибо я попираю его ногами. Второе, даже если оно на стене, то я ему не поклоняюсь. Я уж не знаю, как они там вышли из положения, то есть совсем нельзя было наклоняться в сторону изображения или еще что-то, как сейчас, например. Вот. Ну, вот первые законы отношения к изображению появились. Со временем, видимо, мы увидели, что в основном используют для поклонения портреты. Очень трудно поклоняться сюжетной картине, потому что это сюжет. Там что-то рассказывается, я следую этому рассказу. Поклоняться, как один человек вышел, там еще что-то делал, и пошел в другую сторону, этому поклоняться не нужно. Поклоняется обычно вот личности или гипертрофированной личности. Это да. Но если я изображаю дерево с птицами и яблоками, я кому сейчас поклоняюсь? Яблоку или вот той птице, или вот той птице? Нет, я не могу никому поклоняться. И появляется декоративная роспись. У нас и сейчас очень часто в синагогах можно увидеть деревья. Это изображение того, что существует на земле. Но мы точно знаем, что этому нельзя поклоняться. Или вот, как я уже говорил, птицы, фрукты, гранаты. Это само собой. Но вот где-то в позднее Средневековье, 16-18 века, это то, что мы с вами видели. Мы вдруг увидели роспись на стене синагоги, рассказывающая как раз о нашей вот недавней истории Пурима, когда Аман, Харур-Раман, вот, когда он ведет под узцы коня, на коне сидит, мы понимаем по сюжету, мы понимаем Мордехай, мы улыбаемся, мы радуемся, но мы не поклоняемся, мы не можем. Это вот, видимо, мы можем только представить, как люди спорили. Один говорит, а давай я вот это нарисую, а раввин говорит, да нельзя, у нас вот тут написано, а другой раввин говорит, это не поклонение, потому что это рассказ про нашу историю. Я не знаю, как проходили эти диспуты, но в конце концов кто-то же разрешил. Кто-то разрешил. То есть сюжетная картина, в которой много образов, не подлежащих, не подлежащих поклонению, а рассказывающая про нашу еврейскую историю, вдруг разрешено стало. И стали вот и деревья, и птицы, и цветы, и фрукты, и плюс еще немножечко сюжет какой-то иллюстрирующий нашу историю, библейскую историю. Поэтому Плаут говорит правильно о том, что да, видимо, был запрет, но мы знаем, что это немножечко синусоидно, то есть какие-то моменты, особенно вот в римское время, в какие-то моменты катастрофически нельзя ничего изображать, и вот только разве что на полу там, и то были на это, так сказать, иногда смотрели, в некоторых синагогах смотрели сквозь пальцы. Потом наступает период уже талмудический, то, что раннее Средневековье. В какой-то момент все исчезает, декоративное искусство даже уменьшается, очень простые синагоги. Потом опять синусоиды, опять начинают украшать, потом опять начинают скромничать. Не дай бог, там Аллаху нарушим, особенно в Ашкеназе. Я не Но, думаю, что сефарды так. Рэбе, можно мне сказать? Вот. Вы, Да, да, прошу прощения, я долго говорю, извините. но это Не-не-не, вы одна замечательно цепочка. говорите. Просто когда в тот момент, когда вы сказали о поклонении сюжетам, у меня почему-то всплыло, знаете, это самое в глазах афинская школа Рафаэля, значит, в этом М, Ватикане. м, И м. я представил Ну себе да. То есть поклонение все этого сюжета, понятно? да, это Да. самое, значит, но я хочу сказать, что вот запрет изображения, я его вполне приемлю. Знаете почему? Если бы даже, так сказать, после в каком-то контексте это разрешили, вот вы предсказали Раби Акива, да, допустим, при всем моем громадном уважении к Раби Акиве, который, вот я которого знаю по вот этим комментариям, значит, который что бы могло возникнуть, так сказать, вот есть портрет, есть поклонение, и тут же, значит, часть народа начинает, так сказать, вот
следовать за, ну, выделяться в какую-то группу, понимаете? Ну, а потом дальше уже, понимаете, так сказать, 10 таких портретов, это уже 10 групп, а народу-то немного все-таки, понимаете, это не миллиард Ну человек. да, Да. Вот ну поэтому, да. мне кажется, в этом глубокий смысл есть в этих запретах. Но на самом деле они-то идут еще с более ранних времен. Это, в общем-то, понимание того, что мы не можем следовать за Египтом, так сказать, ну, не следовать, а, как бы сказать, перенимать традиции Египта, вот, в котором мы были рабами. Вот оттуда и запреты, который Конечно, сохранился. Но вместе с тем, конечно. я говорю, вот эти значит, росписи и так далее, ну, вот, узоры там и так далее, то, что вот вы показывали, мне кажется, что говорить о том, что вот мы как-то вот отошли от искусства, это было бы неправильно, так сказать, вот, наверное, это было бы несправедливо, я бы так сказал. Ну, так по синусоиде у нас все Нет, происходит. Вот это есть да, какие-то это вы жесткие, совершенно правильно да, сказали, что жесткие запреты, происходит, потом слабее. да, Это касается всех видов, там, это еще. музыкальные инструменты. Да, но это же еще касается того, жизни, как эта жизнь проходила, так сказать. Вот в какой-то момент было очень тяжело, то есть уходило в ноль, потом становилось полегче, возрастало, так сказать, ну вот примерно так, наверное. Извините, я вас переживал, ребят, что это сама. Нет, нет, ничего, ничего. Это просто я попытался очень коротко. Если бы могли все иллюстрировать и смотреть эволюцию развития, мы бы увидели, где, когда были всплески, где, когда были жесткие Здесь, ограничения. здесь я, Теперь я знаете, хочу вернуться. хочу Да. сказать, Раби, извините, еще доканчивая эту мысль. Я очень рассчитываю, что в какой-то день вы сделаете лекцию вот, по поводу того, что вы там мне показывали вот, на компьютере, ну, эти изображения, так сказать, Ну, росписи в да, синагогах, да. я попробую, да, попробую Это было бы выставить просто картиночки. замечательно. Я предвкушаю. Вот, да, Хорошо, попробуем. извините. Да. Я хотел бы вернуться к первому вопросу. Это хахматлев. Хохма– это мудрость. Хахма, хохма– это мудрость. Хахматлев– это мудрость сердца. И у нас, в общем-то, у нас возникают совершенно различные ассоциации, когда мы читаем «Мудрый сердцем человек». Потому что это исходит из нашего опыта, я имею в виду опыт уже современного, и кого мы сейчас называем мудрым сердцем человеком. Иногда это не самый знающий человек, но всегда это человек, поступающий правильно, и его поступки подлежат одобрению. Вот мы говорим мудрый сердцем человек, это добрый, это сострадательный, это отзывчивый. Вот у него мудрость какая-то другая. Мудрое сердце у нас сейчас– это именно такая ассоциация. Когда мы читаем текст, простите, если я вас разочарую там в каких-то рассуждениях, вот. Но мы исходим из современного употребления, как мы в бытовой речи употребляем хахамлев. Ну, то есть мы не говорим на иврите, мы говорим мудрый сердцем человек. Дело в том, что если мы внимательно почитаем эту же самую главу, то мы увидим, что очень часто, чтобы принести что-то, нужна вот какая-то своя хахма. То есть это щедрость. Вот человек щедрый, он хахам, он мудрец в сердце своем. Именно потому, что не жадный, жадный копит и умирает с этим накоплением. А не жадный человек понимает, что все остается людям, что все это наше, и все это общее и так далее, и что я частичка сообщества, и эта частичка должна быть полезной. Это мы так рассуждаем. И чтобы принести, нужно вот свою нежадность. Но у нас Бецалель хахам лев, у нас Оляв хахам лев. Он говорит, теперь Всевышний имеет чуть-чуточку немножко по-другому. Чуть-чуть он
меняет интонацию, меняет саму хахму, саму мудрость. И в данном случае мы видим, что хахам лев – это, мы это сейчас называем это одаренный человек. Ему дар, я наполнил его сердце хохмой, я наполнил его сердце знанием, как ковать серебро или золото, как вышивать. Он понимает, он чувствует это. Бывает человек от природы такой технологичный, рукастый, все у него получается. И мы говорим, одаренный человек, молодец, умничка, и рисует хорошо, и там что-то и подпилит, и забьет, все у него получится, горит все в руках. Вот. Так вот, раньше хахам лев означало и это. То есть одаренность недавно. в смысле, одаренность в смысле трудовых каких-то навыков. Это правда. Это правда. Очень часто, если мы посмотрим, то мы услышим эту интонацию. Он одарен, поэтому я тебе его даю. Другой не справится, этот справится. Не столько принес, не столько он не жадный, хотя он и время тратит, и силы тратит на это тоже по-своему не жадность. Но вот это уже два вида какой-то хахма. Один не жадный, другой умелый. То есть от нашего опыта чуть-чуточку отличается. И как раз я хотел бы вот это умение приносить и умение работать. И вы очень точно разделили на две темы применения этой хахмы. Два направления применения этой мудрости сердца. Первое из них направлено на построение скинии собрания. Она главная, она большая. Там пишется, что сколько из всего принесенного было сделано до скинии. Вторая – это вы подчеркнули, это правильное решение. Для народа. Это для нас. И получается, один человек – это два разных вида мотивации. Один человек – я хочу, чтобы у нас был самый лучший переносной, но самый лучший храм. Почему? В то время наши комментаторы на это обращают внимание. В то время представление человека о Боге было достаточно наивным. И мы когда-то лет 7 назад, наверное, вспоминали эту тему. Я сейчас не помню комментатора, поскольку было давно, я не помню комментатора, который сказал, люди увидели богоявление, теофанию, как бы, современным языком говоря, увидели богоявление. То есть вот некая гора, некий столб черного дыма, это грозовое облако, оно не грозовое, мы не можем описать даже, что они увидели с молниями внутри. Ну, кто-то попытается объяснить это то ли вулканом, то ли там, я знаю, торнадо, то еще что такое. Нет, это все похоже. Мы сами так понимаем, что это было необыкновенное облако, и оттуда вот громогласный голос, который Моше переводит, и люди понимают, они сами его просят, ты с ним разговаривай, нам страшно, мы отойдем подальше, ты нам говоришь, что он сказал. Они видят это, и вдруг Моше говорит, то есть в каких-то разговорах о том, что они вот сейчас здесь постоят и уйдут, потому что нужно идти в землю. И мысль, а как я могу отсюда уйти? Вот, я здесь видел Бога, а там его не было. А здесь я его видел. Вот точка, вот эта гора. Мы здесь будем жить. Ну как, в сердце своем говорить Израиля. Мы здесь будем жить рядом с Богом. Он нас будет защищать. И тогда Всевышний, зная человеческие слабости, зная вот такую наивность человеческую, он говорит, ладно, я понимаю вас. Постройте переносной храм. Постройте скинию собрания, и я буду жить среди вас. То есть, подстрочники, я из этой горы перейду в тот дом, который вы построите, и вместе с вами пойду в этом доме. Для людей это понятно. Но тогда, в те времена, думали, что Всевышнего надо привлечь. И не словами,
И не молитвами, это слишком мало. Надо что-то красивое, надо что-то грандиозное. Балки 75 сантиметров шириной, 5 метров высотой, в ладошку толщиной. Это из этих балок построить дом для человека бедного, всю жизнь бедного, для человека в пустыне, для человека, так сказать, он в сакле жил, он жил в мазанке, и вдруг такое, и он думает, вот я сейчас вот это построю, я вот такие красивые сверну шнурочки, я крючочками соединю ткани разноцветные и кожи. Конечно, он согласится со мной пойти. И люди говорят, давайте как можно лучше сделаем этот храм, чтобы он захотел туда пойти. Вот. Я сделаю лучше, чем себе, я сделаю лучше, чем царю, я сделаю лучше всего, только бы он пошел со мной. Ну, это так понятно. Это так понятно. И тогда часть из них говорят, вот я приношу только, пожалуйста, сделайте, вот Голиаф и Бецалель, сделайте все красиво так, чтобы Бог с удовольствием к вам пришел. Наши мудрецы объясняют создание золотого тельца, комментаторы говорят, нет, 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 нет. Они не Бога отлили, а подножие, чтобы он туда стал, ну, стал условно. Подножие золотого тельца, а мы с вами знаем из искусства Ближнего Востока трехтысячелетней давности, ассирийская, например, мы знаем, есть чаша, ну, по крайней мере, часто ее можно увидеть в интернете, чаша, на которой некий там их ближневосточный бог стоит ногами на тельце, а чаша золотая. Он стоит ногами. И наши комментаторы говорят, да нет, они хотели, ну, если так можно, привлечь Бога. Вот они золотого тельца огромного поставили, ну, на такого-то он станет. Это было ошибочно. Но порыв, ну, скажем так, вот, мотивация примерно похожа. Но если это божественное слово, если Моше сказал, Бог сказал вот такую построить, они стараются и приносят, и плетут, и ткут, и вышивают. Только бы что это, конечно, в десятки раз мощнее, чем золотой телец. Он всего-то небольшой должен быть, по идее. И в то же время там золотая минора горит, и золотом окованный ковчег завета. То есть все равно люди стараются, я приношу для того, чтобы Бог был с нами. Ну, такое наивное мировосприятие, но оно поощряемое, потому что человек верит. Во-первых, уже верит. Он поражен уже этим Всевышним, таким Всевышним, каким он показался. И второе, он страстно хочет его сохранить, с собой рядышком сохранить. Поэтому все силы на это уходят. А второе – это деньги вот для благополучия всего народа. Вторая мотивация – я думаю о людях. Вторая мотивация – если будет храм, то мы сможем сюда приходить и получать искупление, потому что вот прощение, искупление – это одна из основных задач жертвоприношения. Было, вот начинается с скини собраний, заканчивая храмами, то есть этими двумя нашими знаменитыми храмами, когда Йоханан бен Заккай стоит на пепелище второго храма, ученик говорит, что я не буду больше есть мясо и пить вина, то есть он не будет праздновать, он не может радоваться, потому что он не может получить очищение, искупление. И тот Йоханан бен Заккай говорит, у нас есть возможность получить прощение или искупление. Это добрые дела. Ну, то есть он дает надежду. Но сама тема получить прощение и благоволение, она через все жертвоприношенческий иудаизм, она проходит. И поэтому человек с другой мотивацией, думающий о людях, думает, вот здесь будет точечка, мы все будем приносить жертвоприношения, дым будет восходить, и мы будем получать прощение и благоволение. И он думает о народе, он думает о том, как его объединить, как
почувствовать локоть друг друга, как поддержать, как стать единым народом. Но это тоже хахма, лев, хахмат лев. Это тоже правильное понимание. Народ, который соберется вокруг этой скинии, вот что главное. Мы вместе пойдем, мы вместе войдем в землю. Он думает чуть-чуть по-другому. А результат будет один и тот же, а мотивация будет разная. И до сегодняшнего дня, поверьте, существуют разные люди, которые помогают. Это не храм, естественно, наша синагога – это не храм, но по своей вот такой способности собирать, мы говорим, это кигелак доша, то есть группа, которая собирается в синагоге, это святое собрание, кигелак доша. И этот человек, один человек приносит и говорит: ребята, я хочу, у нас вот тут уголочек в синагоге там немножечко потек, я хочу, чтобы на мои денежки ремонт сделали, или я хочу там коробку новую цдаки сделать, или он сам предлагает, как сделать это помещение, наш соборный дом такой, как его сделать красивее и лучше. Второй человек приходит, и у него нет конкретных желаний что-то починить или построить. Он говорит, это на общину. То есть он понимает, что если люди потихонечку, понемножку, кто сколько может, собирают денежки на общину, то мы этим, молясь, празднуя, изучая, мы этим сохраняем еврейский народ. И для него это очень важно. Я еврей, я хочу, чтобы евреи были. Я хочу, чтобы это было и дальше, чтобы продолжалось. И вот там это уже начинается. Скиния собрания, две мотивации, один построение, другой вот помощь народу обрести единство и уверенность в будущем. Вот они уже тогда рождаются, как, собственно, еврейский народ. Да. Вот это вот как раз я вот это и спасибо большое, Реба, это очень здорово, так сказать. Вот это для меня вот эта объединительная мотивация такая в этой главе, она всегда была, вот знаете, предметом некоторого восхищения, потому что здесь вот действительно вот ощущение всегда, что все стали делать вот, что они могли делать, понимаете? И дай нам Бог, чтобы всегда, так сказать, у нас вот такая мотивация у нас у всех была вот такая, когда есть вот правильные дела, чтобы вот этими правильными делами все вот так единодушно занимались. Вот. Спасибо, Реба. Спасибо вам. Спасибо вам за то, что вы ставите проблему, и мы ее потихонечку обсуждаем, и получается какая-то картинка, которая помогает и нам, и всем нашим слушателям. Хорошо. Большое спасибо вам. И до следующей встречи. Да, до следующей встречи. И в следующем году у меня есть что здесь тоже обсудить. Вот именно по этой игре. Хорошо. Вот. Хорошо. Хорошо. Хорошо, Реба, спасибо.